gonna make it in the month 3,000. I'm not scared from this. Understand? I say today I'm gonna change the lock. You're not gonna enter to this home anymore. I'm gonna go to the door on you. You're not gonna enter Get here. out. You're not Get gonna out. enter here. Get out. You're not gonna enter here. You're gonna Understand? You're gonna leave with your clothes. You're gonna live with your clothes. You leave with You live from here. If I live from here, I live with my kids. I'm gonna show now for the people that we don't have any food. I'm gonna show for them everything. What you gonna show everything? You will What the kids gonna eat today? Excuse me. What you gonna get for them? Not for me. I'm gonna invite the police. I'm gonna invite the police. You need me to invite the police? I'm gonna invite the police. I'm gonna invite the police. Я хочу сходить за телевидением. Дэнни, мне не нужно, чтобы ты спал. Он спал, я боюсь, что он закроет дверь. Я хочу сходить к Рибе, взять денег, купить что-то поесть, потому что где вообще нет, он вчера ничего не принял. Мне нужно, чтобы ты встал и чтобы ты открыл мне дверь. Когда я... Дэнни знакомый мальчик, у него папа адвокат, да? Известный какой-то очень хороший адвокат. Сейчас едем встречаться с его женой. И как бы будем рассказывать, какая у нас ситуация. Возможно, он кого-то порекомендует по семейным делам, либо сам займется этим делом. Посмотрим. هم مش في دماغهم لا 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 هم مش في دماغهم هنا طب خلاص يا ريت ان شاء الله يكون الموضوع على خير. Сразу скажу свои впечатления. Мы встретились с адвокатом, поговорили с его женой. Вот. И он сказал, что без проблем дети до 21 года, дочери особенно, именно это касается дочерей, должны находиться с матерью, то есть со мной. И гражданство я должна получить вне зависимости от мужа. Вот, он поможет, этот адвокат, с оформлением гражданства и поможет с разводом. Развод можно сделать хулу, можно сделать обычный развод. Развод обычный, он длится дольше, где-то год. Хулу можно оформить за 8 месяцев. А муж обязан по хуле предоставить для детей обеспечение и обязательно должен предоставить квартиру, то есть если нет своей квартиры, то предоставить в рент квартиру в том же районе, в котором мы живем. Слава Богу. И он не имеет права детей не прятать, и если он украдет и спрячет детей, то его заберут. Это без вопросов даже. Это особенно касается девочек. Такая информация. Я очень рада, потому что я была напугана, что сейчас после разговора мне стало намного легче, чисто морально. И как бы я очень успокоилась в душе, внутри себя. И вот этот адвокат сказал: не переживай. То есть закон на моей стороне. Дай Бог, оно так все и будет. Вот, но я сходила, детей забрала к маме, от мамы. И сегодня у Дэнни будет выступление в русском центре. И он будет... Что там? Что ему надо, какие-то деньги дать, что ли? Сколько это стоит? А сколько дать-то? Бикем? Бикем? А? У меня просто нету. هي كده نظام زيادات كده بيحبوا يرموا نفسهم كده. Вот нам цветочки подарили. نوع من انواع Метод.
такая грязная. И Дэнни сегодня будет выступать в русском центре. У него на его курсах русского языка будет представление какое-то. И он будет выступать. Вот, так что мы сейчас собрались, едем в русский центр. Посмотрим, как там все будет. Вот, а по поводу информации, то, что сегодня я вам сказала по поводу прав женщины в Египте. Мне единственное очень обидно, что очень много наших женщин, и европейских женщин уехали, оставив своих детей, так и не понявшие законодательство египетское законодательство на стороне женщин. Девочки остаются обязательно с матерью. Муж обязан вам предоставить жилье, даже если у него нет собственности жилья. Он должен снять вам квартиру в подходящем для вас районе, то есть где вы живете. Вот мы живем в районе Самуха, значит, мой муж должен будет снять для нас квартиру в этом районе. Ни в каком другом, там, ни в нищем, ни в каком там, или там бомжатском районе, а именно в том районе, в котором мы живем. И он должен будет ежемесячно предоставлять деньги на ежемесячные расходы на детей, что очень важно. Одежду покупать и все остальное. Вы имеете право подать на развод. Вот, единственное, вы не будете права иметь ни на что, если вот подается развод пола. Ну, муж ваш бывший будет обязан обеспечивать ваших детей. Девочки остаются с вами. Если ваш муж выкрадывает ребенка, девочку именно, в тот же день его находят и арестуют. Вплоть до того, что даже будут пытать, узнавать, где находится девочка. Девочка обязательно должна быть с матерью, потому что девочки должны выходить замуж девственницами, и к этому здесь относятся очень жестко. Девочки с матерью до того, как она выйдет замуж. Поэтому всем желаю удачи. Надеюсь, что эта информация для кого-то окажется полезной. Если, не дай бог, у вас вот произошла такая ситуация, вы не должны бояться, что ваш муж может вам чем-то навредить. Вы даже можете получить бумагу из суда, что он не может к вам, предположим, приближаться ближе, чем на 15 метров. То есть здесь эти законы есть, и законы эти работают. Главное, чтобы наши соотечественницы были в курсе по поводу ситуации правовой части замужества, по поводу гражданства. Этот адвокат сказал, что гражданство могут даже оформить и без него, потому что документы уже находятся все давным-давно в Гулзете, и что все это реально можно сделать и без помощи моего мужа. Я уже имею право сделать себе гражданство, имею право иметь здесь гражданство, даже за 11-летний срок. 2 рожденных детей на территории Египта. Так что как-то вот так. Вот сейчас едем в русский центр. Много информации. Вот несколько месяцев напряженного вот этого напряга и думания, переживания. И вот сейчас такое ощущение, что отпустила. Стало легче. Я, конечно, хотела всем выразить громадную благодарность за поддержку, моральную, материальную поддержку, которую вы оказываете. Спасибо огромное всем гигантское спасибо за ваши комментарии, спасибо за вашу поддержку, за настрой. Очень сильно поддерживает, и если бы не вы, повторюсь, который раз, если не ваша поддержка, моральная поддержка, ничего бы с места не сдвинулось. У меня была жуткая депрессия, наверное, упадок сил, и именно благодаря вашей именно поддержке начало все меняться. Слава Богу, спасибо огромное всем спасибо.
У меня даже как бы не хватает слов и даже как бы и не знаю, что еще сказать. Огромное, огромное всем спасибо. Слава Богу.